Приветствую, уважаемые натуралисты! С вами канал ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию обо всех животных планеты. Любите природу вместе с нами. Подписывайтесь и поехали! Все мы рано или поздно становимся похожими на этих милых созданий. Сегодня в гостях у нашей программы хомяк. Казалось бы, очень привычный всем зверь, но, как правило, о тех, кто живет ближе всех, мы знаем меньше всего. Хомяки – подсемейство грызунов семейства хомяковых, включает 19 видов, относящихся к 7 родам. Проще говоря, видов хомяков очень и очень много. Защечные прятатели стали популярными домашними питомцами. Самым известным видом хомяка является золотой или сирийский хомячок, который чаще всего используется в качестве питомцев. Другими видами хомяков, которых обычно держат в качестве домашних животных, являются 3 вида хомячков: хомячок Кэмпбелла, джунгарский хомячок и хомячок Роборовского. Однако хомяки не всегда были домашними обжорками. Есть и вполне себе дикие, которые бродят в сумерках в поиске еды. В дикой природе они днем остаются под землей, чтобы не быть пойманными хищниками. Питаются они на вольных хлебах, главным образом семенами, фруктами и растительностью. Иногда даже едят насекомых. Физически мини-богатыри имеют крепкое тело, но это не важно, потому что их отличительными чертами являются удлиненные щечные мешочки, простирающиеся до самых плеч, которые они используют для переноса пищи в свои норы. У хомяков обычно короткий хвост и покрытые мехом ноги. Обыкновенный хомяк как раз ярчайший представитель диких хомяков. Это самый крупный вид, длина тела может достигать 30 сантиметров, а вес полкилограмма. Хвост длиной 3-8 сантиметров. Окрас спинки буро-рыжий, брюшко черного цвета. Населяет обыкновенный хомяк степи и лесостепи Южной Европы, Северного Кавказа и Западной Сибири. В природе обыкновенный с виду хомяк ловит насекомых, ящериц, мышей, лягушек, птенцов и даже змей. Хотя эта маньяческая особенность рациона составляет незначительную его часть. Основная пища хомяка все же растительного происхождения. Рекорд по запасанию в норе, вероятно, принадлежит именно этому виду хомяков. В его норах находили до 90 килограмм растительных остатков, собранных только одним животным. Этот грызун, кстати, хорошо плавает. Считается, что когда хомяк переплывает водоем, для повышения плавучести он наполняет свои защечные мешки воздухом. В качестве домашних питомцев обыкновенных хомяков содержат крайне редко. Этот свободолюбивый одиночка никогда не оценит даже самую просторную клетку и не придет в восторг от человеческого общества. Ручным он, увы, не станет никогда. Только после покупки питомца, который с заверения продавцов ест все подряд и не болеет до самой смерти, люди, к сожалению, сталкиваются с ужасной правдой об этих животных. Вот только несколько фактов о природных, не самых приятных для человека особенностей хомяков, которые заставят задуматься, действительно ли это настолько милый и безобидный домашний пушистик. Во-первых, хомяки – одиночные животные. Нам, людям, отсутствие общения невыносимо, и нам кажется, что и наши питомцы должны скучать в одиночестве. Из благих намерений хомяков пытаются держать парами или даже стаями. Правда заключается в том, что в природе хомяки живут невероятно далеко друг от друга и яростно защищают от сородичей свою обширную территорию. В клетке хомяки долгое время могут жить вместе. Укусы и царапины не будут видны под густым мехом, но если один из них начнет брать верх, однажды утром вы найдете в клетке кровавое месиво, обглоданный труп одного из друзей. Это не жестокость в прямом смысле.
Просто инстинкт заставляет защищать свою территорию насмерть. Во-вторых, хомяки ведут ночной образ жизни. Зачем, по-вашему, у хомяков такие выпуклые блестящие глазки? Не для того, чтобы мы умилялись, а для того, чтобы видеть в темноте. Хомяки – ночные животные. Переучить зверька невозможно. Если не давать ему спать днем, то стресс и подорванное здоровье – это все, чего вы добьетесь. Хомяки прослыли ленивыми сонями именно потому, что в течение дня зверек сладко спит в своем домике, лишь к ночи выползая поесть. По факту в природе хомячок пробегает 6-12 километров за ночь, и домашний хомячище ночью просыпается и начинает бежать в колесе. Где еще в клетке побегаешь? Колесо скрипит и стучит. Если его убрать, хомяк будет скрепстись, рыть подстилку, с ужасающим скрежетом грызть металлические прутья клетки. Как вам такое музыкальное ночное сопровождение? В-третьих, они с трудом приручаются. Грызуны кажутся нам безобидными. Они же не хищники и такие милашки на вид. Не обольщайтесь. Хомяка очень сложно приучить к рукам. Еще сложнее приручить. То есть не стоит ждать от питомца эмоциональной отдачи. В природе грызуны – пища для хищников. Логично, что хомяк, который и с сородичами-то не общается, воспринимает любой биологический объект как угрозу. Особенно болезненно хомячки реагируют на руку, которая хватает его сверху, словно хищная птица. Хомяки больно кусаются, норовят сбежать и быстро дичают обратно, если не тренировать питомца в течение 2-3 дней. В-четвертых, хомяки склонны к каннибализму. Проще говоря, пожирают своих сородичей. Хотя хомяки традиционно считаются вегетарианцами, они ведь едят зернышки, животный белок им необходим. В природе они могут поймать ящерицу или более мелкого грызуна. Самка же загрызает и съедает своих детенышей. Что добру пропадать. Но не всегда, а если только содержится в одной клетке с самцом, приплод слишком многочисленный, питание самки неполноценное, она испытывает стресс и чувствует опасность. Если хомячат трогал человек, самка слишком молодая или хомячата слабые и неполноценные. В-пятых, хомячки часто болеют и умирают. По задумке природы, хомяк не должен доживать до старости. Вид выживает за счет удивительной плодовитости, а старшие хомячки должны стать пищей для хищников. Поэтому если хомяк заболевает, вылечить его сложно, а иногда невозможно. Просто не заложены механизмы борьбы с болезнью. Самое частое все же расстройство пищеварения. Накормили хомячка капустой, и он умер. Обычная история. Вздутие кишечника. У грызунов не может быть рвоты в связи с анатомическими особенностями. Поэтому если он съел испорченную или опасную пищу, то погибнет. Собак заводят те, кто хочет, чтобы их любили. Кошек – те, кто сам готов любить. У хомяка же задача в духе Иисуса – показать детям смерть. Ветеринарных врачей, специализирующихся на лечении грызунов, немного, и часто даже они бессильны помочь. Поэтому не каждый хомяк доживает до положенных 2-3 лет жизни, а только тот, кто крепок от рождения и содержится в идеальных условиях. Самый популярный для содержания в домашних условиях вид – преднеазиатский или сирийский хомячок. В 1839 году был описан первый представитель этого вида, найденный в сирийской пустыне. Долгое время считалось, что преднеазиатский хомяк вымер, но в 1930 году самка и ее помет были пойманы в Сирии, а затем увезены в Израиль. Сегодня сирийский хомячок – один из наиболее популярных домашних питомцев. Признайтесь, а вы просили в детстве родителей завести хомячка? Пишите в комментах. Кстати, заодно прошу вас написать, о каком из животных вы хотели бы увидеть следующее видео. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. С вами был канал Животных Зу.
мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч! Я отсюда не уйду, пока сам собой до пола не опущусь. Как до пола? Ну, пока все не съем. Так и буду опускаться постепенно. Ага, и я